Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 22 декабря, четверг, выпуск промежуточный, мы с вами работаем в новом формате. И хочу вам напомнить, что в комментариях к вчерашнему выпуску вы можете оставить свой вопрос, на который я отвечу уже завтра, в пятницу, 23 декабря. Выпуск будет называться «Ответы на вопросы». Также хочу вам напомнить, что если вы смотрите или слушаете наш выпуск на территории Республики Беларусь или России, будьте любезны перед просмотром или прослушиванием нашего ролика, включите, пожалуйста, VPN. Это поможет монетизации нашего канала, а вы нам поможете, соответственно, своим просмотром. Большое спасибо. Итак, начинаем. Сегодня президент России Владимир Путин сделал ряд интересных и таких довольно глупых заявлений. Во-первых, он сегодня вышел к прессе ненадолго и рассказал какую-то ерунду о том, что на фронте все в порядке, о том, что Украина теряет свой военный потенциал, а Россия только наращивает. Но если так происходит, то почему Россия исключительно теряет территории? Даже Бахмут, за который ведутся бои на протяжении нескольких месяцев, вроде бы уже подходили к городу, даже уже вроде бы заходили в город. Ну вот, Украина немножко напряглась, украинские вооруженные силы, и отбросили, и ЧВК отбросили, и регулярные войска российские отбросили. И опять потеряли территории частично вооруженные силы России. И в Луганской области теряют территории. К Кременной подобрались уже, если не ошибаюсь, около километра украинские вооруженные силы возле Кременной. Кремена — это город в Луганской области, если не ошибаюсь, на границе с Харьковской областью. Там тоже очень интересные события происходят. Зеленский посетил США, пообщался с Байденом. Байден пообещал довольно существенное количество вооружений. Что-то около на 2 миллиарда долларов вооружений, в том числе и системы Patriot. Владимир Путин, правда, сказал, что системы Patriot — это ерунда, они будут щелкать. Они, я имею в виду Путин, Герасимов и Шойгу, вероятно, троем, будут щелкать системы Patriot. Не знаю. Интересно будет посмотреть. Наверное, будут щелкать так, как щелкают химарсы. По нашим данным, ну, это реальные данные, которые получает президент России Владимир Путин от руководства военного блока. Так вот, по этим данным, за все время существования на территории Украины комплексов химарс удалось повредить лишь пару комплексов. Повредить, не уничтожить. И то это были, я извиняюсь, я сейчас немножко оговорился, это были сведения не от руководства военного блока, это были сведения как раз от Патрушева. Сообщали совершенно не военные люди. Это данные разведки, которые поступили Патрушеву, а Патрушев потом доложился. Это, конечно, просто прекрасно. Мне нравится идея Путина, что они будут что-то щелкать, сядут втроем, вероятно, возьмут и будут щелкать орехи, вероятно. Славный парень Шойгу на олене, вероятно, приедет, привезет орехов, и мой бывший товарищ, можно сказать, бывший друг, Валерка Герасимов достанет орехокол, будет щелкать и угощать, вероятно, будет Владимира Владимировича. Замечательное будет зрелище, тем более, что ни Шойгу, ни Герасимов никакой смысловой нагрузки в этой специальной военной операции, так называемой, не несут. Ну, будет выглядеть это все, конечно, прекрасно. Глупости наговорил с 3 короба, и даже обсуждать, даже обсуждать не знаю, за что браться. Дело в том, что, конечно, ситуация диаметрально противоположна тому, о чем сообщает Владимир Путин. И здесь надо понимать, что все идет совершенно не по плану. Совершенно не по плану. Путин гордится тем, что инфляция якобы 12%. Вот скажите, уважаемые соотечественники, я имею в виду наши уважаемые
Россияне, сильно вы видите инфляцию 12%? Совсем небольшая инфляция, правда ведь? Ведь на все хватает. Ну что такое 12%? Сущая ерунда, как предполагает Владимир Путин. И хвастается тем, что в других странах намного хуже. В других странах, в странах Западной Европы, вероятно, Путин предполагает, ну да, конечно, он говорит, что в Прибалтике сумасшедшая инфляция 20%, но что-то не видно толпы людей из Прибалтики, которые бегут от сумасшедшей инфляции в Россию, да, спасаться. Не видно, ну, будем откровенны, совсем не видно. Более того, во время, когда объявили мобилизацию, так называемую частичную, вернее, всеобщую, толпы людей кинулись как раз вот в сторону в сторону Европы, извиняюсь. Как раз вот в Прибалтику рвануло довольно много людей. Ну, по крайней мере, те, у кого и есть визы, загранпаспорта, постарались скрыться как раз в странах Прибалтики. С тем, что не существует, на сегодняшний день нет прямых авиарейсов в Европу, но вот по сухопутной границе старались пересечь как раз вот выстроились очереди в сторону Прибалтики. И, конечно, вовремя перекрыли руководство прибалтийских стран. Я знаю, что не любят жители Литвы, Латвии и Эстонии, когда их называют прибалтийскими странами. Я извиняюсь, если я кого-то обидел. Но вот как раз Литва, Латвия и Эстония перекрыли возможности путешествия для российских туристов. На мой взгляд, напрасно, но это их дело, это их суверенные возможности. И если они считают, что так, ну, пускай поступают, как считают нужным. Вернемся к сумасшедшей инфляции и в западных странах, и абсолютно приемлемо, как считает Владимир Путин, на территории России. Так вот, прекрасно, просто прекрасно. Все, по мнению Путина, в России удалось избежать экономического падения. Обвала не произошло, все замечательно. Падение в этом году на 4% всего ВВП. По мнению Путина, это замечательный результат. Но, видимо, да, все-таки могло быть гораздо хуже. Гораздо хуже. Ну, вот Путин хвастается, что всего 4% это просто великолепно. Ну, посмотрим, что будет в следующем году. В следующем году Путин вообще рассказывает, что будет все великолепно. Военно-промышленный комплекс только будет наращивать производство. Все будет просто замечательно. Ну, еще раз говорю, посмотрим. Он сказал, что не торопится активизировать военные действия, потому что курочка по зернышку. А я скажу другую пословицу. Цыплят по осени считают. А еще ведь в этом конфликте, в этой войне, далеко не осень. Сейчас, можно сказать, самое начало лета. Я имею в виду, если рассматривать как годовой цикл саму сущность конфликта. Так вот, окончание, так называемая осень, в этом конфликте придет скорее к началу лета следующего года. Вот тогда мы и посчитаем всех цыплят, у кого сколько получилось, и кто останется с носом, как говорит Владимир Путин, а кто и без такового. Безусловно, все идет к большому провалу. И сегодняшнее выступление Валерия Герасимова, который пытался оптимистично смотреть на будущее, конечно, тоже полнейшая чушь. Владимиру Путину рассказали, что вчера был ранен Дмитрий Рогозин. Ранен он был в жопу, извиняюсь, в ягодице, праздновал свой 59-й день рождения, и в том кафетерии, где они заседали с быдлом, с руководством так называемых ДНР, прилетело то ли один, то ли два снаряда. Безусловно, сообщили доброжелатели украинским войскам, где находится столь почетный гость в столь почетном окружении, и прилетело. Владимир Путин отреагировал довольно однозначно, сказал, вот уж сказочный, в общем, человек Рогозин. И все, и больше Владимира Путина абсолютно не интересовали новости про Рогозина. Я думаю, что нас с вами тоже это мало должно интересовать. Ну, Рогозин, да и Рогозин, бывший глава Роскосмоса, полнейший дебил, полнейший, форменный идиот, по своей сути фашист. Я напомню, что он вместе с Глазьевым возглавляли партию Родина. Глазьев открытый фашист, еще раз подчеркиваю, открытый. В свое время исповедовали исключительно радикально правые идеи. И сейчас, по-моему, от этого сильно не отстают.
Посмотрим. Там говорят, вытащить осколок один, который в районе позвоночника, на сегодняшний день не очень удается Рогозину. Также хочу обратить ваше внимание, что Пригожин обратился к Путину с просьбой дать возможность вербовать женщин в женских колониях для участия в так называемой специальной военной операции. Также он обратился с возможностью заполучить пациентов психоневрологических диспансеров и психиатрических лечебниц. Этих людей он собирается использовать в качестве рабочей силы для того, чтобы рыть окопы, для того, чтобы строить оборонительные сооружения для ЧВК «Вагнер». Изумительный идиот. Я поражаюсь, конечно, уровню интеллекта людей, которые на сегодняшний день принимают ключевые решения в России, которые обращаются к Владимиру Путину для утверждения решений, которые фактически зреют у них в их тупых головах. Просто потрясающе. Куда ведут страну на сегодняшний день, по-моему, абсолютно понятно. Но грустно смотреть, как твоя страна погибает. Очень грустно. Больше интересного у нас в телеграм-канале в завтрашнем выпуске с утра. Также подписывайтесь на наш резервный телеграм-канал. Там тоже бывают интересные новости. Завтра мы с вами увидимся, услышимся в ответах на вопросы. Оставляйте свои вопросы, еще раз повторяю, в комментариях к нашему вчерашнему ролику. И не забывайте ставить лайк, в том числе и к этому ролику. Не забывайте оставлять комментарии к этому ролику. Мы вас любим, это искренне, это главное. Мы работаем исключительно для вас. Те, кто хочет получить эксклюзивно и индивидуально ответ на свой вопрос, подписывайтесь на наш Patreon. Нас там уже довольно много, и там я имею возможность ответить практически на все вопросы. Все, мы сегодня с вами уже 12 минут. Увидимся, услышимся завтра. Всего доброго, до свидания.